Она брела по раскаленной дороге на окраине Туссона, прижимая к себе истощенного малыша. Песок оседал на волосы и одежду, жара выжимала последние силы, и Кира уже почти перестала различать горизонт. Ребенок дремал, временами вздрагивая от слабости, а ее собственный страх превращался в глухой шум внутри головы. Когда она остановилась под редкой тенью кактуса, по пустой трассе неожиданно пронесся блестящий черный внедорожник. Машина замедлилась и остановилась рядом, будто появившись из другой реальности. За рулем сидел мужчина, высокий, собранный, в дорогой одежде. Его звали Дэниел, и в его взгляде читалась усталость человека, давно потерявшего опору в жизни. Он заметил, в каком состоянии находится Кира, и привез ее с ребенком в свой дом на окраине города, тихий, просторный особняк, который давно стоял пустым после смерти его жены. Дом казался ему слишком большим, слишком холодным, и появление чужих людей внутри него напоминало внезапное движение воздуха в закрытом помещении. Кира была осторожной, почти настороженной. Она чувствовала себя чужой среди ухоженных стен и идеально выстроенных дорожек. Домоправительница, Бренда, сразу посмотрела на нее с недоверием, словно увидела угрозу привычному порядку. Но Дэниел, переживший собственную потерю, воспринимал Киру не как случайного человека, а как возможность вернуть смысл, который когда-то исчез. Наблюдая за тем, как Кира пытается сохранить достоинство, несмотря на усталость и страх, он принял решение, которое зрело в нем гораздо дольше, чем казалось. Он предложил ей не временное убежище, а место в своей жизни, союз, способный изменить судьбы обоих. Для Кира это стало одновременно спасением и испытанием. Она вошла в дом, который был не ее, но мог однажды стать родным. Она согласилась, потому что дорога позади больше не вела никуда, а впереди впервые появилось что-то, похожее на будущее. Ее шаг через порог стал началом новой истории, короткой, хрупкой, но уже не такая безнадежная, как путь по пустыне. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного.